Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже новый креативный директор дома Celine Майкл Райдер представил свою дебютную коллекцию «Весна-лето 2026». В штаб-квартире бренда, что на улице Вивьен, едва удалось уместить всех желающих попасть на презентацию. Хочу отметить, друзья, ожидание этого модного шоу сопровождалось необычным интересом к новичкам, а скорее напряженным любопытством. Сможет ли дизайнер, всю свою карьеру проработавший, так сказать, за кулисами, предложить публике что-то особенное, сохранив при этом дух бренда? Ответ оказался неожиданно тонким. Коллекция вышла продуманной, интеллектуальной, но при этом простой. Только не в смысле простоватой или рассчитанной на простаков с поданными в лоб трендами. Нет, это была не та простота, которую можно спутать с банальностью или попыткой угодить всем без исключения. Напротив, новая модная линейка получилась легкой и чистой, такой же, каким задумывался основательница Celine сам бренд, возникший из магазина детской обуви в 1945-м. Без театральности, самодостаточный, стильный, как, например, в начале нулевых при ведущем дизайнере Майкл Корс. Правда, многим поклонникам легендарного французского дома показалось, что нынешняя коллекция в исполнении Райдера составлена по принципу «верх от Фиби Файло, низ из эпохи Эдди Слимана». Плюс что-то из прошлых наработок из недавней главы Райдера в линейке Polo Ralph Lauren. Вот только настроение теперь совершенно другое. Посмотрите внимательно. Да, действительно, здесь полно образов, в которых сочетается умеренно объемный верх с обтягивающим, порой напоминающим вторую кожу низом. Но это уже не культовые узкие брюки рок-н-ролльщика Эдди, а просто полюбившийся многим силуэт. Ведь все мы знаем, что скини уверенно вернулись в тренды, и если ранее Слиман данный фасон словно навязывал, то сегодня Райдер дает нам полное право выбора. Вот узкие брюки, но вот еще и широкие джинсы, и просторные шаровары, и свободные кюлоты. Так что, друзья, выбирайте, что нравится. По поводу весеннего гардероба Celine, в который вошли и мужские, и женские вещи, я скажу так: они заметно похожи. Это те же зауженные брюки, прямого кроя пальто, свободные тренчи, приталенные пиджаки и жакеты в стиле 70-х. Есть трикотажные двойки, длинные объемные джемперы и, в противовес им, укороченные бомберы поголовно ярких оттенков. Звучит как бы все одинаково, но впечатление, что коллекция унисекс, у меня нет и в помине. А это говорит о том, что дизайнер умело работает с пропорциями, кроем и силуэтами. Что также подтверждает цветовая гамма. Изначально она кажется сдержанной. В лидерах черный, белый, хаки, песочный. Однако на общем фоне в глаза активно бросаются красный, синий, зеленый. Но не сложные оттенки, а будто взятые из детского букваря. Они создают ощущение простой гармонии, такой нам сейчас необходимой. Отдельного внимания заслуживают наряды на выход. Исторически так уж сложилось, что в любой коллекции Celine доминирует повседневная одежда, тогда как вечерняя появляется лишь фоном. Райдер явно решил нарушить эту традицию, и на подиуме были представлены всевозможные фасоны платья. Длинные в пол или короткие, сделанные из пайеточной бахромы, или минималистичные, будто шитые из цельного отреза ткани. Они не кажутся ни вызывающими, ни расхлябанными, красивые движения и созданы с большим уважением к тем, кто эти вещи купит и будет носить. Теперь несколько слов о модных аксессуарах. Громкие, выразительные, они бесспорно стали главными героями шоу и понравились даже тем, кого дебютная коллекция Райдера не впечатлила. Что ж, прощай, лабубу, улыбнулся один из гостей, наблюдая, как яркие подвески, брелоки становятся звездами кадра. Многоярусные ожерелья и золотые цепи, громадные броши в виде связок колосьев, массивные браслеты и кольца, надетые по несколько штук на каждый палец. Сегодня все они служат модным манифестом, в котором нет места скромности. Пояса здесь украшены акцентными пряжками, а шелковые платки превращаются в настоящие мультиинструменты. Их то повяжут на шею, то накинут на плечи, продевают в петли брюк или прикрепляют к ручкам сумок. Даже приглашение на показ доставлялось в платках, по всем правилам фурасики японского искусства упаковки. Не менее интересны сумки. Бренд представил стильные варианты, среди которых отмечу вместительную сумку Хобо, модели в форме объемных и плоских коробок, ироничную версию с металлической змейкой, уж очень похожей на улыбку смайлика, и обязательные для следующего лета соломенные шоперы. Да, те самые французские корзины, с которыми можно и на рынок, и в театр. Что касается обувного ряда, доминируют мягкие туфли на низком ходу,
который хочется назвать старомодно – баретками, и разноцветные ботинки из кожи с плоской подошвой. Дизайнер дополняет их шнурками, иногда ставит на каблуки, снабжает язычками с названием бренда. У тех, кто живет модой, такие логотипы автоматически вызывают раздражение. Как неснятый ценник. Но ничего не попишешь, логомания, кажется, в который раз становится трендом. На мой взгляд, показ коллекции бренда Celine получился живым и настоящим. Как встреча в кругу старых друзей. Жизненно, свежо, местами странно, точно не скучно и все очень даже по-французски. И я надеюсь, друзья, здесь найдется хотя бы один стильный наряд, за который стоит поставить лайк. Приятного просмотра, всем красоты, оптимизма, добра. Пусть каждый ваш день начинается с теплой улыбки и в солнечном настроении.